Я бы хотел рассказать про то, как должны выглядеть СМИ в городе 2.0. Как меняются традиционные СМИ, что они значат для города и что они будут значить для города 2.0. Для этого мне хотелось бы немножко рассказать об истории СМИ, об истории средств массовой информации. Первое, с чего бы я хотел начать, это вопрос, когда же появились СМИ, когда же появились средства массовой информации. Можно себе представить такую сказку. В каком-то городе, на городской площади, выходил человек и говорил: «Указ короля. Моего брата, который 2 раза упал с лошади, нужно изгнать из нашего города, потому что он позорит меня, позорит королевскую семью и больше не достоин быть горожанином». Горожане это слушали и как-то странно на это реагировали. Они говорили, что, в общем-то, шептались между собой, что, в общем-то, король сам не очень хорошо сидит в седле. Да и вообще выгоняют брата короля не за то, что он плохо сидит в седле, а за то, что какие-то у него были шуры-муры с женой короля. Но, тем не менее, указ короля исполнялся, город начинал жить без брата короля. Это как бы сказка. В реальности средства массовой информации, наверное, мы можем говорить о том, что появились в Древнем Риме, когда Юлий Цезарь распорядился в тех рукописных листках, которые вешались на площадях, писать о том, что решил Сенат. Тогда горожане стали узнавать о каких-то новых законах, о том, как им теперь жить. О чем они говорили, неизвестно, но тем не менее они понимали, что через вот эти вот рукописные листки с ними разговаривает, наверное, Бог, потому что это было откуда-то свыше, это было каким-то указанием, и они ничего с этим поделать не могли. Все так примерно и продолжалось до тех пор, пока в середине 15 века Гутенберг не изобрел печатный пресс. Печатный пресс позволил воспроизводить в печатном виде не только книги, но и какие-то такие утилитарные листочки, на которых сообщалась какая-то, такие городские сплетни могли печататься, но в том числе и какие-то, например, указы властей. И эти печатные листочки распространялись среди горожан и уже как бы жителей вообще, в общем-то, страны. Эти листочки были впоследствии названы газетами по названию той монеты, которую платили за этот рукописный листочек в Венеции. Газеты в таком виде в конечном итоге привели к большим трансформациям в европейской жизни. Я имею в виду то, что мысль с помощью газет, с помощью вообще печатной какой-то продукции могла уже свободно курсировать по странам, и идеи, которые провозглашались через газеты, они могли уже свободно распространяться и влиять на то, в каком мире живут люди. Здесь можно приводить в конечном итоге там и какие-то великие французские революции, и, наверное, какие-то религиозные изменения. Эти СМИ были хоть и уже гораздо больше, чем городскими газетами, но все равно еще они не приобрели глобального звучания. Глобальное звучание СМИ получили тогда, когда появилось радио. Изобретение радио позволило королю обращаться к своим подданным уже не только у себя в государстве, но и через всю планету, на всю планету. Все же вы смотрели фильм «Король говорит», и видели, что английский король мог уже говорить не только с теми, кто был непосредственно в Англии, но и к своим подданным в Индии, Австралии и других странах.
здесь уже голос Бога зазвучал в полной мере. Да? Люди в Индии там, или в Австралии, которые не то чтобы не видели короля, но они даже и представить себе не могли, как он выглядит, кто это такой. Да? Они слышали некое обращение к ним, они обсуждали это обращение, но обратной связи с королем никакой не было. Понятно, что вот этот голос Бога, который исходил из радиоточки, он был очень мощным средством пропаганды. Недаром и фашистская Германия использовала радио, и в Советском Союзе большое распространение получили радиоточки. Но все изменилось с появлением телевидения. На телевидении оно стало не только глобальным, но теперь оно стало обладать каким-то колоссальным влиянием на людей, потому что люди увидели, что новости могут быть движущимися, они получили какое-то подкрепление в виде каких-то видеокадров. Да? И здесь, например, можно говорить о том, что пошли войны, информационные войны. То есть война, например, в Ираке была выиграна еще до того, как закончились реальные бои. Да? Уже вот первая война в Ираке, она была показана CNN, и всем стало понятно, что, в общем-то, Саддам Хусейн уйдет из Кувейта и будет разгромлен. Но все изменилось, когда появился интернет. Голос Бога через интернет стал звучать тише. Почему это произошло? Потому что интернет породил такую вещь, как Web 2.0. Это когда сами пользователи создают сайты, сами пользователи проявляют активность. Появление интернета привело к возникновению не только Web 2.0, но и пространства 2.0 и города 2.0. Это когда сами люди формируют то пространство, наполняют его новыми смыслами, наполняют его новыми идеями. И что здесь случилось? Вот тот город, о котором я говорил в самом начале, он превратился в город 2.0. Это огромная глобальная площадь, на которой стоят жители этого большого города, и с разных сторон к ним доносятся голоса тех людей, которые мы называем теперь современными СМИ. Они говорят указ такого-то короля, указ другого короля. Но люди по-прежнему обсуждают эти указы, и эти голоса обсуждений слышны гораздо сильнее. Теперь они могут влиять на то, что говорят СМИ. Теперь они могут активно комментировать то, что говорят СМИ. Теперь они могут задавать темы, новые звучания. Они могут выражать свои потребности, наполнять их новым смыслом. И сейчас СМИ... То есть мы перешли из одностороннего движения, от голоса Бога, мы пришли к двухстороннему движению, когда сами читатели, сами зрители, сами пользователи идут навстречу СМИ. Они задают новые смыслы, они говорят о том, что их сейчас интересует. И этот голос, он все сильнее и сильнее. И СМИ вынуждены на это реагировать. Не только реагировать, не только править свою информацию в том смысле, что они потеряли право быть единственным провозвестником правды. Нет. Сейчас читатель поправляет СМИ и говорит: нет, вот здесь вы написали неправду. У меня есть доказательства. И приводит, стопроцентная инфа. У меня есть 100%. Я знаю, о чем здесь написано. Более того, СМИ теперь пользуются краудсорсингом. Мы создали, например, карту цен на бензин. Когда цены пошли вверх, мы создали такую карту, где наши читатели могли отметить свои цены на бензин в своем регионе. Даже отметить бензоколонку, где они заправились в последний раз. Для нас это важно. Мы хотим не только получать данные Росстата о ценах на бензин, но мы хотим знать истинную информацию того, что происходит сейчас на автозаправках.
Поэтому вы сейчас, как читатели, как пользователи интернета, способны делать сами новые СМИ. Вы сейчас способны влиять на нас, на традиционные СМИ, как жители города 2.0. И то, каким этот будет город, теперь зависит от вас. Мы ждем вашей активности, мы ждем ваших идей. И, пожалуйста, мы готовы к тому, чтобы написать об этом и рассказать, каким мы хотим видеть город 2.0. Спасибо.